Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Сегодня я хочу затронуть тему выдержки домашних напитков в деревянных бочках. Для начала я хочу опустить вот эту 100-литровую бочку с вином в мой винный подвал или погреб. Но для этого мне нужно слить вино в бутыля, опустить после промывки бочку в винный погреб и потом снова ее заполнить. В процессе этих манипуляций я буду вам рассказывать о том, какие достоинства и недостатки имеют деревянные бочки и вообще стоит ли выдерживать домашние напитки в дубовых и других бочках. Для перелива домашнего вина из бочек и бутылей я всегда использую вот такую пластиковую трубку, которую соединяю с силиконовой, и с помощью такой нехитрой конструкции я переливаю вино из одной емкости в другую. Вот тут уже полный бутыль я только что набрал. Тут бутыль еще только начал набираться. Попутно, посредством этой операции, мы снимаем вино с осадка. Этот процесс называется декантация. Снимать с осадка вино нужно несколько раз перед тем, как заливать вино в бочку на выдержку. Ну и какой винодел не хочет попробовать молодое вино, чтобы определить, какой вкус и аромат у этого напитка. Друзья, вину, наверное, чуть больше месяца, но оно уже начинает потихоньку осветляться. Вино сделано из синего винограда. Сорт доподлинно неизвестен, но очень похож на кудрик с нотками каберне. Чувствуется вишня, немножко аромата черной смородины, но в основном аромат вишни. Итак, будем пробовать, что у нас получилось в 2021 году. Ну, довольно приятное на вкус. Еще очень молодое. Чувствуется чуть-чуть кислота. То есть нужно оставлять на более длительную выдержку. Но в принципе вино уже готово. Можно смело приглашать друзей и дегустировать. На цвет вино такое больше к вишневому цвету. Очень даже неплохое. Ваше здоровье. Очень даже неплохое. Итак, продолжим. Сейчас я солью полностью данную бочку, опущу бутыля в подвал, сполосну бочку холодной водой. Я уже там сделал под данную бочечку деревянную подставку и вновь наполню ее свежим вином 2021 года. Данная бочка — это отреставрированная бочка. Видео реставрации будет в описании. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Так вот, использовать данную бочку, в принципе, нужно уже после нескольких раз снятия с осадка вина. Но у меня был острый дефицит свободных емкостей, и мне пришлось залить красное вино на тихое брожение в эту 100-литровую бочку. В основном у меня вино бродит в стеклянных или пластиковых бутылях, вот таких бутылях с кулеров,
После тихого брожения я снимаю несколько раз вино с осадка и потом только заливаю вино в бочку на выдержку. Чтобы вымыть бочку после выдержки вина, если срок выдержки был небольшой, я просто наполняю бочку холодной водой, хорошенько болтаю, сливаю и повторяю процедуру несколько раз. Если же у нас вино длительно выдерживалось в бочке, мог отложиться винный камень, осадок на стенках бочонка, тогда нужно использовать раствор кальцинированной соды с горячей водой. 2% раствор, то есть на 10 литров воды мы берем 200 грамм кальцинированной соды, делаем раствор, заливаем в бочку, болтаем примерно минут 10, сливаем раствор, несколько раз промываем горячей водой наш бочонок, потом промываем холодной водой и потом вновь заливаю домашнее вино. Друзья, я помыл бочку, установил ее в своем винном погребе на вот такую деревянную подставку. Сейчас вновь наполню ее и забуду в этом вине месяцев на 6. Друзья, я заливаю вино в бочку без помощи воронки, а вновь использую силиконовые и пластиковые трубки. При таком способе заливки у меня образуется намного меньше пены, и таким образом я четко контролирую минимальное воздушное пространство вверху бочки, которое нам нужно оставить. При заливке через воронку образуется очень много пены, и потом нам нужно в течение нескольких часов постепенно подливать наше вино, чтобы убрать лишнее воздушное пространство. Пока идет процесс заполнения дубовой бочки нашим домашним вином, я хочу вам рассказать о достоинствах и недостатках любой деревянной бочки. Каждая бочка придает напитку какие-то свои новые вкусы и ароматы, будь то дуб, ясень, шелковица, или любая другая древесина. Также идет процесс микрооксидации домашнего напитка, то есть насыщения кислородом. Это очень минимальный процесс, но он все-таки есть. В результате напиток приобретает какие-то новые ароматы и вкусы. Для разных напитков существуют свои деревянные бочки. Для вина, коньяка нет ничего лучше, чем бочка из дуба. Но в то же время для чачи из винограда или из виноградных выжимок или граппы нет ничего лучше, чем бочка из ясеня. Армянская водка Арцах, выдержанная в бочке из шелковицы, подарит вам незабываемые просто вкусы и ароматы. Вишневый бренди я, например, буду выдерживать в бочке, сделанной из вишни. Посмотрим, какой аромат и вкус придаст бочка из вишни данному напитку. И в планах у меня также сделать бочку из груши, может быть, сделаю из сливы. Еще хочу сделать кленовую бочку. Но это все планы, так сказать, на будущее. И если говорить о недостатках любого бочонка, то самый первый такой недостаток – бочка имеет ограниченный срок службы. То есть после заливки 5-6 раз бочку необходимо разбирать, снимать внутренний слой, заново обжигать, и потом бочка еще может несколько лет вам прослужить. Если этого не сделать, бочка будет выполнять только роль сосуда. Да, она будет насыщать напиток кислородом, но никаких танинов она уже передать напитку не сможет. Также к недостаткам деревянной бочки можно отнести то, что во влажном, сыром помещении, как у меня, бочки постоянно находятся во влажной среде. То есть нужно смотреть, чтобы не было плесени, чтобы они не загнили. Если это случится, это, соответственно, потянет порчу деревянного бочонка, и дальнейшее ее использование будет невозможно. И самым главным недостатком любой деревянной бочки является то, что они довольно тяжелые. То есть, если маленький бочонок можно смело переносить из одного помещения во второе, то бочки объемом более 50 литров одному, как говорится, тащить из подвала на промывку, на обработку довольно сложно. И несколько слов хочу еще сказать о сроках выдержки вина и крепкого алкоголя в деревянных бочках. Если бочка
менее 50 литров, вино нужно выдерживать в данном бочонке очень осторожно. Так как площадь соприкосновения нашего напитка с древесиной довольно большая, напиток быстро насыщается танинами древесины, и поэтому нужно не упустить момент, чтобы вино или какой-нибудь другой винный напиток не превратился в так называемый плинтус или плинтусовку. То есть нужно тщательно следить за этим процессом и вовремя, так сказать, сливать вино с деревянной бочки. Что касается крепкого алкоголя, то тут, конечно, можно выдерживать и в бочонках поменьше, но тоже нужно придерживаться сроков выдержки, чтобы тоже не пропустить тот момент, когда у нас уже пошел, так скажем, процесс пресыщения напитка танинами древесины. Я выдерживаю свои крепкие алкогольные напитки в таких небольших бочонках 6-5 литров объемом в течение где-то около 3-4 месяцев. После этого срока я пробую, и если меня все устраивает, я сливаю напиток и заливаю следующую партию. Если же напиток еще чем-то меня не устраивает, то я оставляю его в бочке еще на некоторое время. Еще есть один вариант, то есть мы заливаем напиток в бочку, держим его там полгода, год, может даже больше, то есть он насыщается, он встает, как говорится, чернее черной земли, а потом мы просто разводим наш полученный дистиллят с новой партией напитка и таким образом получаем вдвое или втрое большее количество напитка, при этом, так сказать, экономя выдержку в деревянном бочонке. Но это такие хитрости, которые так, не очень я практикую. То есть я выдерживаю четко положенный срок в деревянном бочонке, потом заливаю новую партию. Вино я выдерживаю в бочке на 50 литров, в нержавеющей бочке. Кстати, я в этом году практиковал, то есть пробовал, залил вино, и без выдержки в деревянном бочонке оно находилось там ровно год. Я сегодня планирую слить вино с этой бочки из нержавеющей стали, разлить его по бутылкам, укупорить и положить вот на эти полки на бутылочную выдержку. Мне очень интересно, какой оно получило вкус и аромат. То есть я думаю, что аромат будет намного свежее, чем после выдержки в бочке из дуба, но будет менее тонинным, так скажем. То есть он будет свежим, приятным на вкус, но у него не будет, так сказать, благородства. Ну, попробуем, посмотрим. Тут у меня уже вино Каберне 2020 года. Разлито по бутылкам. А это свежее белое вино из винограда Фитяска 2021 года. Тут вино из Алычи. Также оно залито вот в эту дубовую бочку 50-литровую. А тут разные крепкие дистилляты. Залиты в небольшие бочонки. Кстати, я уже планирую их скоро сливать на дегустацию. Ну и кроме небольших бочонков и больших для вина, у меня еще есть бочонок на 20 литров. Его делал не я, мне его презентовали. Я его чуть-чуть подшаманил, потому что он долгое время находился без напитка. И он довольно хорошо работает. Буквально недавно я залил в него бренди из винограда. Видео, кстати, было на канале. Ссылочка будет в описании. И, думаю, месяцев через 6 я буду пробовать, что у меня получится. И пока у нас потихоньку заполняется дубовая бочка свежим вином 2021 года, я буду начинать сливать вино из винограда Кудрик. Ну и просто не могу не попробовать и не поделиться с вами ароматом и вкусом вина 2020 года из винограда Кудрик, которое никогда не было в деревянной бочке.
Друзья, довольно свежий аромат. Аромат паслена. Чернослива. Цвет очень красивый. Темно-рубиновый. Ну что, попробуем. Ну, классическое сухое вино. Очень вкусное. И я вам скажу, крепость тоже на уровне где-то 11%, может даже чуть больше. Очень вкусно. Так что рекомендую. И еще один немаловажный нюанс, который касается выдержки вина и другого алкоголя в деревянных бочках. Друзья, заливать напиток нужно, максимум, не доливая до заливного отверстия, 1-1,5 сантиметра, что касается больших бочек, и где-то около сантиметра маленьких, для того, чтобы минимизировать контакт напитка с кислородом. Вот примерно на таком уровне я заливаю напитки в деревянные бочки. После заполнения деревянной бочки я устанавливаю гидрозатвор. Я использую пластиковые гидрозатворы. Конечно, идеальным вариантом являются стеклянные, но они довольно хрупкие. И поэтому я использую пластиковые. Такие же гидрозатворы я использую на бутылях. Пользоваться ими довольно удобно. Итак, я закончил все операции по перемещению дубовой бочки с домашним вином в свой винный погреб. Бочка установлена на свое законное место, установлен гидрозатвор, залито вино, и вино продолжает выдерживаться в данной дубовой бочке. Что еще хочется сказать относительно использования деревянной посуды, а именно дубовых и других бочек в домашнем виноделии. Друзья, это, конечно, все хорошо, то есть бочка дает напитку какие-то свои ароматы, вкусы, но это кропотливый труд. То есть бочки тяжелые, их нужно постоянно перемещать с места на место, постоянно мыть. И прежде чем приобретать бочку, необходимо понимать, что напиток заливается в бочку, как говорится, не навсегда. То есть есть определенные сроки выдержки. И между этими заливками, если у вас нет в наличии вина или другого алкоголя, бочку необходимо сохранить. Для того, чтобы сохранить деревянную бочку, ее необходимо или постоянно окуривать раз в 3 месяца, или же заполнить специальным раствором. Как хранить бочку? Ссылочка на видео будет в описании. Зайдите и посмотрите. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!